dos caprese. Jamón y queso, ¿cuánto falta? Para completar jamón y queso. ¿Cuánto? Ребята, встретил. Пришел в магазин за покупками в Carrefour. Смотрите, какие классные Парижи. Ну, это вот такая фирмочка. Тут рекламирует, ну, мангалы. Для аргентинцев мангалы, они же очень, как бы, заходят. И какие крепкий такой металл в то же время. Смотрю, не слабенький, да? Такие хорошие мангалы. На вкус и цвет товарища нет. Есть такие, и они все раскладные. То есть такой мангал можно с собой взять в машину, разложить вот по пластинам и положить в машину, и потом где-то собрать. Есть которые более стационарные. Ну, вообще такие интересные мангалы. Если у кого есть двор и хочет хороший мангал, смотрите, какой нехилый мангальчик. Тут вообще даже, о, сколько их. Ну, мне понравился тот, который можно в машине с собой возить. Хотя, конечно, ну, машину тоже надо более-менее для этого мангала иметь. Иначе пока наложишь маленькую машинку. Ну, хороший, вот. Понравился. Сколько? 174 тысячи. Это, грубо выражаясь, где-то получается у нас долларов 160, 150. Всегда в магазинах перестановки делают, знаете, мне кажется, для чего их делают, для того, что потом народ, ну, типа, раз смотрит, в другом месте вещи, начинает останавливаться, просматривать что-то как. Ему непривычно, он дольше задерживается. Маркетинговый ход, дольше сидеть в магазине, переставлять с места на место полки. И все. Хочу купить себе орехи, но где искать орехи в супермаркете? Ищите там чипсы, всякие орехи, ищите там, где пиво. Где пивной отдел, там и орешки. Я сейчас пиво не употребляю, во всяком случае, уже давненько. А орешки должны быть вот в этих краях. Вот они, вот они, вот они, вот они. Сейчас будем смотреть. Знаете, кстати, в наших магазинах, как определиться, какие из них более дешевые. Ну, потому что так смотришь, пачки разные, марки разные, там, допустим, цены, да, но на каждых орехах, без разницы, там, чтобы по пачкам не мерять, ничего, надо искать, вот, ну, на всех продуктах так. Надо искать вот тут внизу цена за килограмм, видите, допустим, там 2700 за килограмм эти орехи. И идем, смотрим эти орехи, и вот тут вот ищем цену за килограмм. Таким образом вы точно будете знать, какие вы хотите, ну, какие дешевле, какие нет. Хотя берем по вкусу, а не потому что там дешевле. Я лично или такие, или еще другие есть, но их сейчас не вижу, другую марку, значит возьму эту. Ну и вот зеленые, это без соли, красные с солью, я беру без соли. Так, другой марки все равно не вижу, так что возьму одни эти орешки. Сколько они, кстати? 3600. Хорошо. Вот, что никогда не брал, не кушал в Аргентине. И, в принципе, не скажу, чтобы я сильно и хотел бы его. Вот это вот какой-то драконий, блин, смотрите. В середине оно такое. Вот продается в супермаркетах. Как вам такая штуковина? Круто, да? И вот уже, чтобы кто не понимает, что там в середине, не знаю. Я не пробовал. Кто пробовал, может, скажет потом, нравится, не нравится. Потом мы просто в овощной тут зашли кое-что прихватить. Ну, овощной отдел супермаркета, я имею в виду. Ребята, сегодня я проснулся и лежу минут 5, похолодало, тьма, 5 градусов ночи было или 6. И лежишь такой, думаю,
мы, елки-палки, так, просыпаешься, ага, какой сегодня день, так, что сегодня за планы были что-то делать. И все в таком духе. К чему это я? То мне это напомнило, думаю, да мы, блин, как компьютера, которые на ночь выключаешь, а потом, когда утром включаешь компьютер, он одну программу загрузил, другую программу загрузил. Ну, одним словом, минутку он грузится, пока загрузит все процессы, все программы, а потом только начинает работать. Вот что-то я себя сравнил с этим компьютером. Думаю, такое впечатление, что нас тоже на ночь выключают, а потом включаешься по утряне и думаешь, блин, да, какой день, какие были планы, что надо делать. Одним словом, вам такое не кажется? Сегодня у нас похолодало, 6 градусов, но это ненадолго. Это где-то на пару дней. Уже к понедельнику будет все крутенько, уже будет снова 14-15 градусов. Это просто пришел южный ветер. Вон, девушка идет, нос закрыла. С мордой-платы подтянула нам тут. Счастье такое. Опа! Видите, подписчики бибикают на улицах, кричат: «Вамос, Леон!» Так, Леон, это меня так называют в Аргентине, на спорт. Так что не забываем поддерживать себя, хоть мы и компьютера такие, поддерживать себя в хорошем состоянии. Спортзал рядышком, 2-3 раза надо сходить на спорт в неделю. И я пру, сегодня второй мой день. Через день я хожу на спорт. Значит, надо штаны потаскать, надо гантелями позаниматься. Гантели по 12 килограммов я беру в каждую руку и ими занимаюсь. Ну, в общем, часик спортивной подзарядки. Зарядим батарейки и работать. Так, чуть-чуть вам покажу. Раздевалка. Ну, есть и внизу шкафчики, и наверху. Я на втором этаже. Там зал для йоги, туалеты красивые. То все я на втором этаже раздеваюсь, бо на первом там всегда занято раздеваться. Так наш называется вот так вот. Нет, вот так вот. Спортклуб. Вот такая вот водичка с собой. И пошли на станки. Начнем с дорожки, будем потом дальше силовыми упражнениями заниматься. Ну, а вообще зал вот такой. Особо не буду пялить. Вот. Я всегда прихожу после 9 часов, потому что после 9 часов меньше народу. Хотя сегодня что-то народу до хренища. Ладно, я на беговую, в смысле на дорожку сначала 10 минут кардио. То есть разгонать сердечную деятельность, а потом дальше. Вот с этой, так сказать, быстрая ходьба. Это первое, чем мы займемся. Зашел на минутку еще в парчик посидеть после спортзала. Слушайте, прочитал комментарий, ну, человек написал 14 часов назад, да только дурачки уезжают из Аргентины, где-то он прочитал, потому что сейчас можно даже начать, ну, карьеру политика, говорит, в Аргентине. А вы знаете, я с ним полностью согласен, что в данный момент, если честно говоря, даже действительно можно начать карьеру политика, потому что к старому строю вряд ли кто хочет возвращаться. Но с другой стороны, и новые, которые сейчас, мое лично такое предположение, что долго не задержится, соответственно, снова наступит через пару лет такой выбор, то ли выбирать тех, которые мы считаем долго не задержатся, то ли старых, которые уже всем надоели, значит нужны новые люди. И сейчас есть еще как бы пару лет для тех, кто хочет попасть в политику. То есть это могут быть какие-то губернаторы каких-то провинций нормальные, то есть не те, которые, чтобы не вставало так, как вот, допустим, в других странах, где выбор только между двумя партиями. Или эти, или эти. И хоть и тех не хочется, и тех не хочется. Так что, в принципе, да. Пару лет для раскачки нового политической какой-то, не знаю, направления, каких-то новых политиков было бы совсем, кстати, не дурной идеей.
для того, чтобы потом на следующих выборах через пару лет выдвинуться даже и там, ну и президент, и просто свою партию какую-то прогнать. Знаете, почему на стеклах машин так много вот таких наклеек? Смотрите, 24-й год, 25-й, 26-й. А если бы еще не поздирал раньше, так и вообще было бы чертова гора этих. Это потому, что техосмотры, если проходят, каждый год клеят наклейку, на когда он прошел техосмотр. Смотрите, 21-й, 22-й, 23-й. Ну, в общем, это задолбаться можно. Соответственно, сейчас в Буэнос-Айресе клеят такой, это провинция, я так понимаю, пригород, ну да, провинция. А в Буэнос-Айресе теперь клеят один штрих-код и все, который просто меняется в системе, что он прошел техосмотр, но не клеят кучу вот этих наклеек. Ну, новые машины до 5 лет вообще не проходят техосмотр. Потому что, чтобы не ездить вот с такой вот фиговиной, видите, как вот все ездят с заклеенными стеклами, а их еще задолбешься обдирать. Так что теперь, слава богу, изменили, и то в провинции осталось вот так, а в Буэнос-Айресе осталась только одна такая наклейка со штрих-кодом, без года.